Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Продолжаем там же, где заканчивали в предыдущем видео. Мы у Димки в гараже. Сегодня аномально теплые выходные, 24 градуса тепла, и я пришел забирать Хонду. У нас все обслужено, все готово, но мотоцикл очень грязный. Да, кстати, я сегодня дома перевернул все шкафы в поисках своих перчаток с обрезанными пальцами. Так их и не нашел. Есть надежда, что они где-то здесь. Здесь есть канистра масла на доливку, замок. И тут, к сожалению, тоже нет. Есть шланг, губка. Она, мне кажется, сегодня пригодится, поскольку я хочу заскочить на мойку. Одно место осталось, где могли бы быть перчатки, но, кажется, я вчера сюда уже заглядывал. Нет, здесь их тоже нет. Ну и ладно, тепло. Поедем без перчаток. Сейчас так по-быстрому смахну пыль, чтобы не измазаться в процессе движения. И поедем с вами на мойку. Надо мотоцикл первым делом умыть, а затем доставить к дому на парковку. Ведь у него нет техосмотра, и кататься на нем пока не стоит. Никаких подтеканий бензина в районе топливного фильтра, который мы вчера заменили, и антифриза по радиатору в районе датчика температуры. Это однозначно радует. Димка свой мотоцикл выкатил, будет заниматься. Глядите-ка, этот тоже ожил. Интрудер. Надеюсь, микрофон на шлеме за зиму не вышел из строя и все еще работает. Так, зеркала отлично, двигатель прогрелся, можем ехать. Машем Димке пока, увидимся. И выбираемся на дорогу. Ох, как я отвык от мотоцикла, он кажется очень маленьким. Но чувства прикольные, тормоза хорошие. Сегодня очень тепло, настолько, что это даже не вяжется с окружающей картинкой. Мы смотрим вокруг и видим раннюю весну. Только-только зазеленели деревья. А если посмотрим на термометр, то там 27. Ну, не исключено, что на солнышке нагрелся, но все равно 25 точно есть. Меня сзади нагнала целая команда мотоциклистов на круизерах. Вижу их в зеркалах, но кажется, нам не по пути. Выскочил на автостраду. Честно сказать, не планировал, но как-то так получилось, что навигатор маршрут построил именно здесь.
разогнался до своих 90, включил 6-ю. Вы только гляньте, какой аппарат. Вот это да. Все выехали сегодня покататься, пользуясь теплом и погодой. Я невольно стал одним из участников мотоколонны какого-то мотоклуба местного, судя по всему. И что меня удивляет, ребята едут 90 километров в час, местами даже 80. Объективно можно бы и быстрее по автостраде, но, видимо, наслаждаются движением. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no, this ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail. I've been running so long that my feet don't work no more. Ухожу с автострады. Не знаю почему, когда весной садишься за руль мотоцикла, появляется безудержное желание просто ехать. Ехать и ехать, не останавливаясь, куда глаза глядят. Чем дальше, тем лучше. Хотите хорошую новость? У нас заработала лампа нейтрали. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, мотоцикл тоже очень рад началу сезона и начал самовосстанавливаться. Фиксики там внутри зашевелились, принялись за работу. В конце сезона эта лампа перестала работать. Вот только мы вернулись из поездки к океану, и все, она погасла. А сейчас снова работает. Вижу впереди огромное количество мигалок. Стоит пожарная машина, полиция. Кажется, скорая. Судя по всему, большое ДТП. Два современных BMW мотобата. Да, столкнулись машинки. Уже ликвидируют последствия, присыпают лужи антифриза и масла песком. И я встрял в пробку. Она небольшая, обусловлено светофором впереди, но, как это ни странно, оказался этой пробке только рад, потому что только что почувствовал поток горячего воздуха по ногам. У меня сработал вентилятор. Видим, температура охлаждающей жидкости уже перевалила за половину. И где-то здесь начал срабатывать вентилятор.
Значит, датчик, который я вчера установил, работает. Да, и продолжаем логически развивать мысль. Если срабатывает датчик, который находится в нижней точке радиатора, значит, температура антифриза там достигла около 100 градусов. По-моему, на 102-105 у него срабатывание. А это значит, что антифриз циркулирует и термостат у нас открыт. Работает сейчас большой круг. Система охлаждения в порядке. Радует меня зеленый глазок нейтралки. 13,5, 13,8 напряжение зарядки на холостых. Аккумулятор берет. Идет зарядочка. Никаких подтеканий под нами не видать. Двигатель работает ровно. Ну, замечательно. Наконец добрался до мойки самообслуживания. Но тут есть маленький нюанс. Я не хотел бы сейчас горячий двигатель поливать водой. Поэтому стану где-нибудь и минут 15-20 постою, остыну. Пока стоял, ждал, когда же мотоцикл остынет, уже все места на мойке позанимали. Ну и мотоцикл остыл. Вот думаю перекатиться туда к заборчику, где можно будет повесить шлем и куртку. Их я мыть не собираюсь. Не хотелось бы, чтобы они намокли. Вот здесь пристрою. Харлеи помчали. Слышно по звуку, как раскаты грома. Наконец нашлось для нас местечко. Начинаем с активной пены. Она не в этом пистолете. Она у нас вот она. Какой он сейчас будет чистый! А теперь берем губку и погнали. Щеткой здесь не получится, поэтому все надо пройти губкой. Особенно сверху, там, где за зиму откладывалась пыль. Какие-то появились пятна от сырости. Все сейчас почистим. Мне в комментах многие писали, что опасаются мыть мотоцикл мойкой высокого давления, потому что вода может попасть куда-то на контакты, они окислятся и мотоцикл перестанет заводиться. Ребят, я считаю, что это предубеждение. Ну или если ваш мотоцикл отказывается заводиться из-за попавшей воды, то лучше не выезжать на нем из дома. Ведь в любой момент можно попасть в дождь или переехать какую-то глубокую лужу, и произойдет практически то же самое. Вода, контакты, электроника. Так что я давно уже все свои мотоциклы мою нормально мойкой высокого давления, поливая во всех местах. И когда мотоцикл уже хорошо отмыт, остается только сполоснуть. Убрать всю грязь и пену. Мокрый и чистый вернулся к своим вещам. И теперь возьмем тряпку, ветошь и начнем все протирать насухо.
Тут главная задача избавиться от мелких капелек воды, которые после высыхания оставят после себя некрасивые белые пятна. Естественно, в коляску тоже немного воды попало. Хоть и старался сюда не наливать, но тоже сделаем влажную уборку. Видимо, я попал в какое-то время, когда все решили приехать на мойку. И за мной очередь, и передо мной. Пробуем запуск. Двиг-стоп. Вот так заводится. Остыл. Желает пускового обогатителя. Ну вот. Все работает. Только хотел сказать, похвастался, что мою мойкой высокого давления, и на тебе. Осталось у меня в планах на сегодня заскочить на заправку ближе к дому и подкачать колеса. Зиму простоял мотоцикл, сколько сейчас давление в шинах неизвестно. Чистый даже едет как будто бы иначе. С другим звуком, что ли. Мы с вами сейчас находимся в городе Бытом. Такой шахтерский город, довольно мрачный, особенно зимой и осенью. Как вам такие подмостовые пейзажи? Но весной даже здесь становится позитивно. Цветут деревья белым, розовым. Очень красиво. А вот Пекары Шленские. Небольшой городок, где мы на данный момент живем. К Пасхе украсили клумбу на въезде. И заправочка тут есть с подкачкой. Кажется, тоже очередь. Ну и не зря, надо сказать, заехал и очередь отстоял. Переднее колесо было 1,1, колесо коляски 1,6, заднее было 1,8. По итогу 2,4 сзади, по двойке на коляске и спереди. Теперь легче пойдет, лучше будет разгоняться и экономнее ехать. И стало, друзья, уже так тепло, прямо скажем жарко, что я не стал одевать куртку. Поеду налегке. Тут недалеко. И практически уже подъезжая к дому, я заметил, что засветилась лампа топлива. Ну и не проблема, значит, следующий выезд начнем с заправки. А пока стоять под подъездом
Мотоциклу бензин не нужен. И место как специально для нас освободилось. Прям рядом с моей Хондой. 2 Хонды. Приехали. Можно с этого дня свой собственный мотосезон считать открытым. А на этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.